Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал «Мы в Испании». С вами вновь Татьяна и Алексей. И вновь мы из Испании. Тема сегодняшнего нашего ролика будет: какое место на побережье Коста-Бланка выбирают и можно выбрать для жизни, для отдыха. Кто впервые на нашем канале, не забудьте подписаться, поставить колокольчик и отметить несколько видео лайком. И не забывайте делать настройки на своем смартфоне, чтобы получать уведомления на мобильный телефон о вышедших наших новых роликах. Если вы не знаете, как это сделать и как проверить свои настройки, почитайте в описании. Там есть у нас ссылочка от YouTube, как настроить свой телефон, чтобы получать все оповещения о новых наших роликах. Итак, поехали! Мы выехали из местечка, которое называется Ариола Коста. Это очень хорошее элитное местечко для жизни. Здесь находится масса дач самих испанцев. Здесь живет много англичан, много туристов, много англоговорящих мест. Поэтому для тех, кто хочет выбрать место себе для отдыха или для жизни, где будет комфортно вам проживать, если вы знаете английский язык, то местечко Ариола Коста — это может быть то место, которое на котором вы можете остановить свой выбор. Здесь много английских баров, ресторанов, магазинов, ремонтные разные службы, все на английском языке. Также в Ариола Коста проживает много поляков, проживают немцы, шведы, бельгийцы, очень много их живет. В нашей урбанизации тоже очень много бельгийцев. Выбирают это место и французы. В общем, место очень уютное, очень красивое. Здесь можно выбрать домики как квартиры, апартаменты, таунхаусы, а так, в принципе, и виллы. Хорошие красивые пляжи, видео смотрите на нашем канале, много выкладываем мы, это пляжи Плая Фламенко, Кала Капитан, много-много других. Сейчас мы проезжаем город Тривьеха с правой стороны. Здесь 83 тысячи жителей, среди них очень много русскоговорящего населения, украинцы, белорусы, казахи, русские, множество разных русскоговорящих магазинчиков, автошкола. В общем, все комфортно для жизни тех людей, которые хотят говорить на русском языке, еще не выучили испанский язык. Здесь хороший пляж, красивая набережная, много ресторанчиков, магазинчики, рядом Салиносы. Да, мы их проехали уже. Есть, будет слева по курсу будет госпиталь Тривьехский. И дальше будет частный госпиталь Кирон. Проводится здесь по пятницам. Сегодня, кстати говоря, рынок продовольственный. Есть спортивные комплексы, есть школы для изучения языка, даже бесплатные школы. В общем, здесь много секций, в том числе там русскоговорящие секции разные. Ну и агентство недвижимости тоже на русском языке есть, украинские, русские. В общем, комфортное место для жизни тех людей, которые хотят говорить по-русски и еще не выучили испанский язык. Но еще и не знают английского, допустим, языка. Хотя англичанам здесь тоже комфортно. Ну, все есть, короче говоря, для жизни. Аквапарк, спортивные комплексы, бассейны, рынок, как я уже сказала, который работает по пятницам. Ну, в общем, вся инфраструктура и два госпиталя. Один как бы государственный госпиталь, один частный, Кирон. Так что все, что нужно для жизни, здесь есть. Вот такой городок Тривьеха. Дальше будет Ла-Мата. Вот здесь у нас вот рынок по пятницам проходит. Сегодня, кстати, он есть. Рыночек. Но мы сюда не идем. Очень хороший рынок. Всегда покупаем здесь продукты. Концертный зал. И госпиталь Кирон. Вот сейчас мы его проедем, и я вам покажу. И частный госпиталь Кирон спрятался вот там. Едем мы по трассе Н-332. Впереди у нас Ла-Мата, тоже очень интересное место, которое выбирают шведы, и русские, украинцы. Здесь, кстати говоря, много жителей Калининграда, как нам рассказывали, тоже купили квартиры, там домики, дома здесь проживают. Здесь тоже уютное, хорошее местечко, хорошие пляжи. С левой стороны вот там вот есть рекреационная такая зона отдыха, где можно погулять, виноградники, лагуна де Ла-Мата. И, в общем-то, тоже уютное, хорошее местечко. Самое интересное, в Ла-Мате проводят праздник, день, по-моему, или свиньи, или праздник свиньи. И на центральной площади вытаскивают большое количество мангалов. Это происходит весной. Вот, собираются люди и
жарят совместно барбекю прямо на берегу моря. По краю идут велодорожки, можно ходить, можно ездить на велосипеде. Для любителей активного образа жизни, спорта, плавания эти места очень даже комфортные, потому что можно путешествовать, можно ездить, как я уже сказала, на великах, можно плавать в море. И рядом находится зона, вот в которой можно вокруг погулять, по которой можно проехаться на велике и получить массу впечатлений, удовольствия. А молодежь обычно выбирает более крупные города: Валенсия, Мадрид, может быть, Барселона. Это такие места, где много европейских пенсионеров отдыхает, куда приезжают с детьми. Здесь есть платные колледж, и не один. Как минимум 2 платных колледжа мы знаем. Такой есть английский и испанский частные колледжи. Поэтому детей привозят учить языки, изучать разные науки. А университет есть в Аликанте, есть в Эльче, есть в Мурсии, из ближайшего такого. Соответственно, единственное, чего здесь нет железной дороги удобной. А так это, в принципе, удобное, хорошее место для отдыха, жизни, учебы детей. Ну, следующее место мы проезжаем. Это вот все буквально мы выехали, сколько там, несколько минут, да, мы едем. Это у нас начинается Гвардамар-дель-Сигура. Здесь есть также урбанизации. Вот по левую сторону от трассы Н-332, вы видите, даже новостройки разные. Дальше будет въезд в город, но он такой более аутентичный, более испанский, да, очень чистый. Там есть тоже хороший, красивый пляж, есть парки, вот тоже очень красивые, есть порт. И новостройки, высокие дома, есть хорошие квартиры. Вот здесь вот больше такие урбанизации современные. Здесь также покупают квартиру французы, бельгийцы, в общем, и русскоговорящие тоже есть. А сам город Гвардамар-дель-Сигура, он больше такой испанский. Здесь живет много испанцев, и это очень красивый, чистый, уютный городок. Вот въезд в Гвардамар. Вообще мне город Гвардамар очень нравится. Многие, парк есть. Ну, здесь парк есть не один. Не один, да. И очень-очень красивый пляж. И очень красивый парк. Кстати, там можно кататься на велосипедах и гулять. Очень красиво, очень здорово. Красивый городок. Тоже есть какая-то крепость. Средневековая. Ну, в общем, очень уютненько, здорово, здесь все есть. Проводят рынки по субботам. Блошиный рынок, да. Блошиный рынок, есть продовольственный рынок, который проходит по воскресеньям в Гвардамаре. А мы едем дальше. И зона индустриаль. Здесь очень много магазинов, очень много предприятий, которые изготавливают там и мебель, и мрамор, и ремонт машин. То есть здесь найти можно абсолютно все. Ну, а что отсюда тоже ездит в университет Эльче, едет автобус и в Аликанте. Удобная транспортная доступность. Тоже есть, естественно, автостанция. А дальше у нас будут такие места, как Санта-Пол, очень красивый городок, видео есть на нашем канале, тоже смотрите. Место, в которое любят ездить и отдыхать, и проживают там люди. Вот. Ну и дальше уже будет Аликанте. Еще будем мы проезжать красивое место Ла-Марина, по-моему, да? Там тоже я знаю, что многие люди выбирают место для жизни. Не могу про него, правда, ничего сказать. Красивые места, кто любит делать красивые природные фотографии, вам сюда, друзья. Здесь классно. И на великах кататься классно. Многие, вот, кстати, едет велосипедист. Из Аликанте даже приезжают сюда, на эти водоемчики. Вот к тому быку. Кто сюда приезжал? Фотографироваться. Да. Видите, как красиво. Мы подъезжаем в Санта-Пола. Здесь также добывают соль. В самом городе есть музей соли, очень интересный. Ну и вот следующее место, которое тоже часто посещают люди, где отдыхают, где снимают жилье, покупают жилье, это Санта-Пола. Кому-то нравится, кому-то нет. Вот сразу у нас 3-звездочный отель, парк развлечений, но он работает не каждый день, я так понимаю, вечерами, в выходные дни. И так вот сейчас грустно смотрится. Но вообще там красивый порт, красивая набережная, опять-таки. Ресторанчики, кафешечки, разные места, магазины, исторические какие-то места. В общем, есть любители Санта-Пола. Мы гуляли здесь и неоднократно. Нам тоже очень нравится. И у нас есть ролики на нашем канале, так что смотрите тоже. Как раз здесь вот есть музей соли, тоже ролик мы снимали, тоже есть на нашем канале.
красивый городок. Недалеко от Аликанте, это его тоже большое преимущество. Многие живут, кстати говоря, в Санта-Поло, выбирают жилье и ездят на работу в Аликанте. Я тоже такие истории слышала. Ездят на учебу в университет Аликанте. И недалеко до аэропорта. Тоже удобная такая локация. Есть школы. Проводятся разные мероприятия, спортивные мероприятия. Не раз мы сюда ездили. Тоже все магазины, и вся инфраструктура, удобная транспортная доступность. А самое главное, что рядом красивое море. Здесь справа Фаро в свое время, в 1939 году, в гражданскую войну, стояли зенитные установки, да? Установки, да, оборонительные. И вот они сейчас в качестве исторических целей все это дело оставят. Вы можете впереди фото наделать. Какой обалденный вид. А впереди, посмотрите, вид, это уже на Аликанте, горы, красотища неимоверная. Кстати, впереди мы видим самую большую гору, это гора Айтана, и она зимой всегда покрыта, периодически покрыта снегом, потому что высота, по-моему, там то ли 1600, то ли 1800 метров, и поэтому на макушке лежит снег. Вот подъезжаем мы в место, которое называется Гран Алакант. Новый отель, обратите внимание, построили за ближайшие годы. Торговый центр Гран Алакант так и называется. Здесь и Меркадона, и много магазинчиков, кафешки и так далее. Там множество разных урбанизаций, недвижимость на любой вкус. Есть урбанизации с домиками, есть типа квартирного типа, такие апартаменты. Единственное, тут тоже есть доступ к пляжу, но он идет под горку, то есть там, в общем-то, доступность к нему на машине. То есть на машине пешком не дойти, потому что обратно придется идти очень долго в гору. Это единственный такой, может быть, минус. Но тут достаточно большое место, есть госпиталь. И видите, новостройки сейчас ведутся, кому интересно, вот. Это совсем близко. Совсем близко от Аликанте. Преимущество этого места, что здесь близко до аэропорта. 15 минут, наверное, здесь. Какое меньше? Близко до самого города Аликанте. Здесь также недалеко есть частный английский колледж в плане того, чтобы учить детей. Но очень красивые виды на горы. Показываю вам карту этого места. Вот аэропорт уже. Да, аэропорт уже совсем рядом. Многие выбирают для того, чтобы быстро доезжать до города и до аэропорта. Красивые места. Гран Алакант находится на возвышенности. Здесь как бы на горе, можно сказать. Но, кстати, землетрясение здесь чувствуется больше, чем у нас. А сейчас впереди будет красивый туннель. А здесь вот красивые пляжи. Уже начинается Аликанте город. Уже надо смотреть самостоятельно, приезжать в Аликанте и рассматривать его более подробно, более детально, более локально. А за ним уже пойдут следующие красивые населенные пункты: Вьяхайоса, Бенидорм, Кальпи, Альбир. Те городки, которые мы уже показывали тоже, и снимали, и показывали. Красотища неимоверная, там хорошие чистые пляжи. Друзья, закончить я хочу наш ролик сегодняшний вот на такой ноте. В соседней с нами Тривьехи. С 10 по 13 октября пройдет фестиваль русского фильма. Афиши уже висят. Так что вот такие интересные мероприятия, культурные мероприятия бывают у нас в этой местности, именно в Тривьехе. Плюсы проживания здесь или рядом с ней, что есть вот такие вот всякие мероприятия, в том числе и фестиваль русского фильма. И, кстати говоря, здесь участвует Александр Михайлов, «Любовь и голуби». Думаю, смотрели все. На этом ролик наш сегодняшний заканчивается. Не забудьте подписаться на наш канал. Всем удачи и добра, хорошего настроения. С вами Татьяна, Алексей. Пока-пока.